Друзья, сегодня покажу, как сделать скворечник из инновационных материалов, превосходящих традиционные по всем показателям. Согласитесь, выглядит здорово. В таком скворечнике прохладно летом и тепло зимой. Он легче деревянных, не пропускает влагу и может служить до 100 лет. А все потому, что сделан из экструдированного пенополистирола, который, как видите, прекрасно поддается художественной обработке. Досмотрите видео до конца и узнаете нюансы, секреты и о ошибках, по причине которых скворцы не селятся в некоторых деревянных скворечниках. Чертежи скворечников найдете у меня на сайте. Вариант с двухскатной крышей сложнее, но предпочтительнее для мест, где есть кошки и коты. Я буду делать избушку, как у сказочной старушки. Взял лист экструдированного пенополистирола толщиной 3 см, перенес размеры и обвел маркером. Раскроить можно болгаркой, лобзиком, ножом или ножовкой. Но аккуратнее и быстрее режет нехромовая нить. Уже не раз показывал, как резал нехромовой нитью поролон, стекло и древесину, запитавший через понижающий трансформатор на 24 вольта, напряжение которого регулировал китайским диммером. Пенополистирол режется как масло, слегка оплавляя края. Это хорошо. Будут ли же скворцы в таком скворечнике? Отвечу просто. Конечно, да. Скворцы не хотят жить в скворечниках, сделанных из сосны, ели, кедра, лиственницы и туи. Причина в смоле, которая выделяется из древесины и пачкает им крылья. Пенополистирол ничего не выделяет и не впитывает. Отверстие литка решил прожечь. Литок для скворцов должен быть диаметром максимум 50 мм, чтобы не забралась сорока. Но если отверстие получится больше, чем нужно, не ставьте жердочку. Скворец без жердочки в литок залетит, сорока не сможет. Расстояние от пола до центра отверстия должно быть 190-200 мм. Если литок будет выше на 20-50 мм, птенцы не выберутся, когда подрастут. Если сделаете ниже, кот или сорока смогут дотянуться до птенцов. Отверстие пропорил гвоздем. Жердочка диаметром 10 мм будет выступать на 4 см. Сильно нагретый гвоздь сделал отверстие больше, но это поправимо. Изнутри до края литка будет стоять лесенка с насечкой. Знаете, зачем она нужна? Когда придет время, птенцы, цепляясь ноготками за насечку, смогут выбраться наружу. В скворечниках из гладко строганной доски, где нет насечек, птенцы нередко погибают. В жердочке просверлил отверстие, добавил немного клей-пены, вставил, лесенку тоже посадил на клей, жердочку свяжем с лесенкой саморезом. К противоположной стенке прикрутим стойку, которую сделал из сломанного черенка. Круг для опоры немного стесал. Для дополнительной жесткости изнутри приклеил вкладыш из тонкой фанеры. И все это стянул саморезами. Теперь пенополистирол у стойки выдержит любые нагрузки. Дальше соединим все 4 стенки. А чтобы не было щелей, посадим на клей. Вместо клей-пены можно использовать обычную монтажную пену, силиконовый герметик или жидкие гвозди. Временно стянем дополнительными саморезами. Это самый простой в исполнении скворечник, и он почти готов. Но поскольку у меня он будет висеть на виду красоту. Сделаю стенки в форме бревен, а на крыше будет имитация деревянной дранки. Бревна можно вырезать обойным ножом, затем слегка оплавить паяльником. Но есть альтернативный способ. Согнуть нехромовую нить так, чтобы она повторяла форму бревен. Если нет толстой нехромовой проволоки, скрутите из нескольких тонких. Как-то так. Я же заколхозил простейший шаблон-кондуктор, который можно подключить через тот же самый диммер с трансформатором. Но в этот раз запитаю от самодельной контактной сварки. Давно она не попадала в кадр. Потренировавшись на обрезках, приступил к изготовлению декоративных стен. Температуру отрегулируйте так, чтобы нехромовая проволока медленно плавила пенополистирол. Если греться будет сильно, можете все испортить.
Это самый быстрый и удобный способ, но есть нюанс. Клей-пена, в отличие от пенополистирола, очень плохо плавится. Выкрутим саморезы, они уже мешают. Ручки со временем нагрелись, намотал тряпку и продолжил. Прошло менее получаса, стены избушки готовы. Трещины в бревнах для большей реалистичности делал жалом паяльника. Вы хотели в детстве научиться резьбе по дереву? Сбылись мечты идиота. Паяльником творить намного проще, чем резцами. Согласитесь, идея такого художественного декора заслуживает лайка. Днище посадил на клей-пену. Как только подсохло, излишки обрезал внутри и снаружи. Рисунок дощатого пола избушки тоже сделал жалом паяльника. С крышей провозился немного дольше. Опробовав несколько способов, пришел к выводу, что лучше всего получается с помощью фена. Временно прикрутил обе половинки крыши, склеил центральный шов, разметил и, прикрывая куском ДСП, прогревал края строительным феном. Сделав волны с одной стороны, повторил все то же самое и с другой. Как известно, пенополистирол боится солнечного света. Для защиты от ультрафиолета домик нужно красить. Но не все краски годятся. Масляные, пентафталевые и нитроэмали, а также всевозможные лаки, смолы и автомобильные аэрозоли пенополистирол растворяют. Поэтому предварительно нужно положить 1-2 слоя водно-дисперсионной краски, либо латексной. После чего можно покрывать чем угодно. Снял крышу и покрасил водоэмульсионкой изнутри. Затем загрунтовал снаружи. И приклеил крышу на клей. Крышу лучше делать съемной. Хорошо бы раз в 3 года проводить генеральную уборку и подкладывать свежее сено. Срежем с крыши лишнюю пену. Имитацию дранки делал на глаз. Сделал подобие структуры древесины. Толстым жалом получалось грубо, пока не приловчился. Не знаю, как вам, а мне нравится. Но это еще не все. На крышу поставим муляж дымовой трубы. Она отчасти нужна для красоты, но если на крышу заберется кот, то труба не даст организовать ему засаду. Будете делать плоскую крышу, козырек над литком делайте длиннее. Все готово к покраске. Первый слой водоэмульсионки нанес кистью. Как только просохло, кое-где распылил остатки аэрозольной краски. Но в какой-то момент вспомнил о чудесных свойствах так называемой резиновой краски на водной основе. Резиновая краска выполняет сразу несколько функций. Защищает от влаги, ультрафиолета и армирует поверхность, делая покрытие упругим. Тем самым предохраняет от всевозможных механических воздействий и нагрузок. Наносить резиновую краску можно кистью, валиком и даже краскораспылителем. Положив 3-4 слоя, скворечник будет гарантированно защищен от всех неприятностей. Краску наносил распылителем трижды. После сушки накрыл трубу и покрасил крышу аэрозольной краской в ярко-синий цвет. Литок сделал белым, а завершающим штрихом была окраска трубы. Скворечник стал похож на детский кукольный домик. Снизу на всякий случай прожег небольшое сквозное отверстие. Вряд ли когда внутрь затечет вода, но, как говорится, пусть будет.
Внутрь скворечника положил немного сухой соломы. В итоге вот что получилось. Такие скворечники будут радовать глаз в скверах, аллеях и в общественных парковых зонах. Многие задаются вопросом, в какую сторону должен смотреть скворечник. Ориентироваться нужно по розе ветров. Откроем один из сайтов. Выберем, к примеру, Брянск. Нас интересует весна. Смотрим март, апрель, май. В марте и апреле я бы направил литок на северо-восток. Но если учитывать и май, то лучше направить литок скворечника на юго-запад. Еще раз, литок направляется туда, откуда реже всего дует ветер в период гнездования. Вот, кажется, и все, что я хотел сегодня показать и рассказать о скворечниках. Надеюсь, вам понравилось. Если видео за месяц наберет более 100 тысяч просмотров, сделаю еще одну не менее интересную самоделку из пенополистирола. Поэтому делитесь видео с друзьями и подкидывайте идеи в комментариях на тему, что еще можно сделать из экструдированного пенополистирола с применением декора. На этом все, дорогие друзья. Спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк или дизлайк и подписаться на мой канал.